Друзья, здравствуйте! Сегодня хочется поговорить о вибрациях. Именно о вибрациях, которые создаются во время движения автомобиля. Рассмотрим, откуда они берутся и как с этим бороться. Самый распространенный источник вибраций в зимний период – это грязь на внутренней полке колеса. Как переднего колеса, так и заднего колеса. На передних колесах грязи скапливается меньше, на задних намного больше. Иногда на задних колесах скапливаются килограммы грязи. Вибрация становится такой сильной, что кажется, что подвеска сейчас развалится. Победить данную вибрацию очень просто. Достаточно приподнять немножко автомобиль, залезть под него и почистить внутреннюю часть колес. Поддонкрачиваем машину, благо в Volvo можно поддонкратить всю сторону целиком. Берем обыкновенную палочку и, прокручивая колесо, убираем грязь. Обратите внимание, что иногда грузы крепят на липучке на внутренней полке колеса, поэтому аккуратней, чтобы не повредить их. А так, в общем, все, колесо очищается, и можно дальше наслаждаться приятной поездкой без какой-либо тряски ненужной. Передние колеса очищаются аналогично, только коробка ставится на нейтраль. Данная операция несложная, но очень неприятная. Неприятная тем, что нужно лезть под машину и пачкаться. На все 4 колеса уходит около 10 минут, так что времени эта операция много не отнимет. Помимо грязи на колесах, очень распространенным моментом является разбалансировка колеса. Особенно если машина ползает где-то по грязи, по дворам, неубранным, по снегу. Грузы можно легко потерять, и колесо начинает давать вибрацию. Лечится это в шиномонтаже путем балансировки колеса. Эти два эпизода очень распространены, поэтому на них лучше обратить внимание в первую очередь. Но есть еще менее распространенные ситуации, которые выводят владельцев автомобилей из себя, и те уже не знают, что им делать. Для этого лучше снять колесо, заглянуть внутрь. Следующий момент. Когда на машине снимается тормозной диск, либо меняется тормозной диск, ступицу необходимо очень хорошо очистить, то есть посадочное место должно блестеть. Здесь неприемлема грязь ни в каком виде. Если попадет грязь под тормозной диск, то колесо уже будет крутиться неровно, будет биение. И это очень важный момент, что спереди, что сзади. И еще один эпизод, он очень редкий, но он может быть очень-очень неприятным. У нас распространена практика покупки реплики, китайской реплики, либо дисков на рынке, каких-то БУ дисков. Сейчас можно поставить вот этот центральный колпачок практически на любой диск. Они продаются любых размеров. При замене диска очень важно учитывать диаметр посадочный. Вот этот диаметр ступицы, он прописывается в каждом диске. И есть такое заблуждение, на мой взгляд, если диаметр на колесе больше немножечко, то все равно все это выправится болтами, так как болты идут на конус, и они поставят колесо по центру. Но я совершенно не уверен, что у китайской реплики отверстия сделаны в точности до микрона. Это первое. Второе, я также не уверен, что посадочные места, то есть сами отверстия, не разбиты. То, что отверстия имеют диаметр, который нужен, а не, скажем, на миллиметр больше, который вы никогда не увидите. Но колесо уже не будет так центроваться. Колесо центруется именно одеваясь на ступицу. Когда покупается колесо с большим диаметром, необходимо использовать обязательно проставки. И когда колесо одевается, а проставка должна быть именно по наружному размеру, как внутренний размер в колесе, тогда будет пойман центр. Болты, они просто прижимают отцентрованное колесо в данной ситуации. Были случаи, когда владельцы по 20 раз посещали шиномонтаж, перепробовали все на свете, меняли резину, не знали, что делать. А оказывается, все было дело в том, что колеса не центровались. У кого-то колеса с большим диаметром оденутся и проблем не будет, а кто-то может получить очень серьезные проблемы. Так что обращайте на это внимание. Вот мы вкратце и пробежались по основным причинам вибрации на ходу. Но это то, что касается ходовой части. Бывает еще так, что когда давишь на газ, происходит сильнейшая вибрация. Газ сбрасываешь, и машина идет ровно как стрела. Такое поведение на 99% указывает, что у вас разбиты приводы. Именно внутренняя часть триподы.
Самая лучшая проверка приводов, на мой взгляд, это на яме либо на эстакаде. На подъемнике очень тяжело проверить разбитый трипод, хотя мастер легко нагрузит подвеску и узнает это. Обычному владельцу автомобиля лучше загнать машину на яму, залезть под нее, взявшись за сам привод возле внутреннего трипода, активно подергать его вверх-вниз. Люфта не должно быть. Допускается лишь еле-еле ощутимый люфток, такой вообще еле заметный. Если вы чувствуете люфт нормальный, значит у вас вибрация именно из-за этого трипода. После того, как покачали привод вверх-вниз, машину необходимо прокатить на метр вперед и снова повторить операцию для более точного результата. Ну а на сегодня у нас все. В следующем видео мы поговорим о ступицах колес, о слабых местах, заглянем внутрь ступиц. Легких вам ремонтов, всего хорошего и до новых встреч!